Школа в маленьком городке штата Техас, как и многие в таких местах, жила по негласным правилам. Кто твоя семья, где ты живешь, сколько у тебя денег, все это часто значило больше, чем оценки. Директор школы, мистер Чарльз Уотсон, был человеком строгим, но несправедливым. Он открыто благоволил детям местных бизнесменов и землевладельцев, а к детям рабочих и фермеров относился снисходительно, порой даже уничижительно. Одной из учениц была 16-летняя девушка по имени Эмма Скотт. Тихая, скромная, всегда с аккуратно заплетенными волосами и в поношенной, но чистой одежде. Ее отец, Майкл Скотт, владел небольшой фермой на окраине города. Семья жила просто, без излишеств, но честно зарабатывала на жизнь. На одном из школьных мероприятий, где ученики должны были выступать с проектами по сельскому хозяйству и экологии, Эмма представила работу, в которую вложила все свободное время. Она рассказывала о новых способах органического земледелия, которые они с отцом начали применять на ферме. Работа была тщательно подготовлена, с фотографиями, цифрами и реальными результатами. Однако, когда настало ее время выступать, директор Уотсон не дал ей закончить. Он прервал презентацию, с усмешкой заявил, что это не научный доклад, а рассказ деревенской девочки, и попросил перейти к следующему участнику. Учителя молчали. Кто-то из одноклассников хихикнул. Эмма с трудом сдерживала слезы, но все же покинула сцену с прямой спиной. На следующий день все было иначе. Примерно за полчаса до начала занятий к главному входу школы подъехал черный лимузин в сопровождении 2 внедорожников. Из машины вышли охранники в костюмах и встали у входа. За ними высокий мужчина в сером костюме и темных очках. Это был Эндрю Лоуренс, региональный директор крупнейшей агротехнологической корпорации в США и по совместительству крестный брат Майкла Скотта. Он приехал не с угрозами, а с официальным визитом, с папкой в руках и приглашением для Эммы. Оказалось, что ее проект увидел один из сотрудников компании, которому отец Эммы показал распечатку отчета. Проект оценили как перспективную модель локального устойчивого сельского хозяйства, и Эмму пригласили выступить на молодежном аграрном форуме в Остине с полным покрытием расходов и возможностью дальнейшего стажирования в компании. Директор Уотсон не сказал ни слова, когда Лоуренс передавал бумаги и расписку о том, что корпорация берет Эмму под свою академическую программу. В тот день весь город заговорил о фермерской девочке, которую унизили за искреннюю работу, но которая оказалась умнее, дальновиднее и, главное, настоящей. Сама Эмма просто продолжала учиться и работать на ферме по вечерам. Но на школьной доске почета ее портрет появился впервые за все время в старом свитере, с заплетенными косами и с настоящей искренней улыбкой. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.